Так, ну начнем с первого вопроса. Как вообще защищать соединение через VPN, прокси, как его настраивать Ну, и вот через смотри. сервис лучше делать это? Первое. Лучше всего сервер Zenoposter установить на сервере, на удаленном. Куда-нибудь подальше. Второе. Здесь есть браузер, настройки браузера и прокси. Вот установить прокси. Вот первым экшеном устанавливаем прокси и все. Ну, здесь строка вот надо прописать. Логин, пароль и порт, и IP-адрес, потом порт, по-моему, так идет. А прокси покупается, да, я так понимаю? Ну, конечно, да. Мгм. Не, ну можно спарсить там бесплатные, Zenoposter парсить бесплатные, но в нашем деле надо только индивидуальные прокси. И покупные с хорошей скоростью. Бесплатные не пойдут. А насколько этого достаточно, или все-таки желательно еще на удаленном сервере запускать? Ну, я на удаленном сервере и прокси юзаю поверху. Мгм. А Ну, удаленный просто у меня сервер, много аккаунтов. а удаленный сервер каким образом настраивать тогда? Ну, мне специальный человек настраивал. Специально Я понял. обученный для этого дела. Там как бы не все так просто. Мгм. Нужно иметь специальные специфические знания. Потому что как бы тебе дают сервер, а там BIOS. И надо через удаленку поставить винду, настроить все и тому подобное. Мгм. Я понял. Ну, в целом будет достаточно, если купить прокси и вот таким образом в шаблонах его начинать с прокси. Ну, в целом, да. То Мгм. есть сайт получает только, ну, что, получает твой IP, вот и все. Мгм. Отлично, хорошо. А дальше, вот в шаблоне нет зацикливания скачивания файлов. Вот А в шаблоне его и не должно быть. Он идет в самом Zenoposter. Вот здесь есть настройки, вот сейчас показываю. Сколько делать. Мы сюда шаблон вот так сохраняем. Вот правой кнопочкой старта добавить, сохранить и добавить в Zenoposter. Вот я добавил. Сейчас, секундочку. Ну, такой уже у меня просто шаблон есть. Открываем Zenoposter и вот смотрим, сколько делать. Пишем здесь, например, сколько у нас страниц. Там, например, ну, здесь я поставлю потоков 0. Это сколько потоков, максимум потоков. Мы же можем поставить там в 5 потоков скачивать и делать, например, там 2000. То есть 2000 раз оно его исполнит и в 5 потоков будет делать. Также есть настройки остановки, количество успехов можем прописать, количество неуспехов подряд. То есть если у нас шаблон засбоил, выдал ошибку, мы можем его остановить критически. То есть там, ну, мы сделали его, запустили, все вроде бы как работает, ушли на ночь и утром приходим, оно все простреляло в холостую, потому что где-то ошибка. Если здесь вот прописать ошибку там 1 или 2 подряд, то он остановит цикл выполнения. И здесь мы в логе поучим код ошибки. Вот, например, берем скопировать ID действия. И потом уже в этом шаблоне вот, открываем его, проект мейкере и ищем код ошибки по этому ID. Вот, здесь была ошибка в этом экшене. Вот нас перекинуло сюда, получить строку. Вот так оно все работает. Мгм. Я понял. То есть аналогично скачивание, вот там было несколько форматов, более качественное видео, там менее качественное, разные решения видео. Вот каким образом зациклить в шаблоне скачивание нескольких вот таких вариантов одного и того Это же? надо прописывать. Вот здесь мы, например, качаем, парсим ссылочку, получаем, ну, 4К, например. Здесь мы, Скачали. здесь мы, получается, берем любую из этих вариантов, которые мы Нет, заранее предусмотрели. нет, не любую. Мы берем первую прописанную. Здесь идет получить строку, которая содержит текст. Например, 2160
То есть там либо есть, либо нету. Это как уже в ссылке будет самой. Может быть прописано HD, это парсится с текста. Здесь следующая 1080, следующая 720. То есть мы берем от высшего к меньшему качеству. Ну, то есть мы возьмем самое большое качество, самое лучшее качество, да. Но не все варианты. А как сделать так, чтобы вот сразу спарсить один и тот же файл в нескольких вариантах качества? Ну, это довольно-таки легко. Взять просто зациклить вот этот. Ну, вот, например, мы спарсили, положили сюда. Теперь берем опять-таки. И уже как вот здесь будет ошибка, например, уже с последнего экшена, уже здесь не получит никакой строки, здесь у нас получит первую строку. Если будет список пуст, мы уже пойдем, например, сюда. И у нас будет папка, забитая всеми вариантами качества. Ну, это по логике так. То есть оно скачало, возвращается сюда, берет здесь уже пусто, ничего нет. Переходит на следующий экшен. Берет 1080, 1080 есть, скачало. Ушло опять наверх. Здесь нету, здесь есть. Скачало. И так потом до самого конца, пока здесь будет пусто. Когда здесь пусто, мы переходим уже вот сюда. Ну, в целом понятно. Следующий вопрос. В курсе не совсем точно было, не совсем акцентировано на это внимание, но вот столкнулся с тем, что при запуске вложенных проектов очень много у меня ошибок выбивало из-за того, что не было соответствующих переменных. То есть в подпроекте переменная есть, вот с переменной... и вот нужно создавать, получается, вот эти переменные для того, чтобы и в главном проекте были эти же переменные, что и во вложенном проекте, чтобы они передали. Там на самом деле передаются всего несколько переменных. Там они лишние, потому что я немного почистил шаблон. То есть нужные переменные туда уходят. И создавать как бы не нужно. Оно нормально будет работать. Здесь просто прописать, какие переменные нужны, и все. Вот здесь полный список, но здесь полный список не нужен. Я просто поленился все удалить. Просто удалить ненужное. Окей, хорошо. Здесь вот все написано, вот какие куда идут, то есть эта переменная передается туда, здесь можно идентичные имена прописать, можно прописать имена разные, то есть переменные могут быть, ну вот, например, вот так. Ну, то есть самое главное, чтобы из вложенного проекта то, что мы хотим передать в основной проект, обязательно там были эти переменные. И назад вернулось также. Подпроекты сделаны для того, например, если у меня, например, 100 шаблонов есть, и потом что-то где-то меняется, например, в самом апплодере, то есть, ну, на сайте что-то изменилось, мы же не обязательно там через программу будем выгружать, чтобы потом руками не ковырять 100 проектов. Я подпроект ковырнул один раз, и все. То есть для этого сделано. Я понял. Дальше вопрос, а зачем вообще нужна в целом авторизация? То есть мы обязательно проходим процедуру авторизации, но можно же скачивать без авторизации? Или это... Ни один нормальный сайт этого вам не позволит. Ага, я понял. То есть в целом авторизоваться надо, заводить аккаунт? Конечно. Ну, если получится найти такой сайт, который даст все скачать без авторизации, это, конечно, будет победа. Я понял. Хорошо. А вот за капчу там есть, значит, капча, Google капча была. А вот на каком сервисе лучше приобретать это все? Есть ли разница на каком сервисе? Ну, они все как бы плюс-минус работают одинаково. А есть же разная капча, там есть цифры, есть Google капча. Это в настройках Zenapostera тип капчи заранее прописывается? Ну, да, просто надо вот старт где-то вот прописать, сюда все ключи свои подобавлять. Вот и все. И он сам определяет тип капчи? Нет. Там, капча, или там посчитать сумму, или там прописать? Нет, мы вот Google капча, сейчас вспомню, где она. Вот. Вот, это Google капча. Капча. И есть и обычная капча. Вот так выделяем вот
будет капча где-нибудь, сам рисунок. Правой кнопкой. Рисунок с цифрами. Это капча. Все, закрываем, да, все. И вот это тоже капча. То есть это Google капча, это обычная капча, только здесь надо выбрать, что мы там используем, какой сервис наш. Ну, это все есть в мануале к этому, к Xenopostер, это самые такие. Я То есть, понял. ну, здесь оно обрабатывает именно сам рисунок, поэтому и ложит в переменную это все, то есть данные. Дальше, следующий вопрос. Вот, кажется, на втором уроке, в конце урока запускали через непосредственно шаблон через Xenopostер, и вот он почему-то не запустился. Вот, остановился на полпути, перестал нарезать скриншоты. Вот что там произошло? Это я не могу сказать. Это надо запустить и посмотреть. Не помнишь, да? Нет. Ну, перестал нарезать скриншоты, он может перестать нарезать скриншоты, если неправильно введены переменные, либо файла не существует. Ну, файл скачался, а потом там на уроке ждали, и скрины не начали появляться. Ну, надо запускать урок, я так не скажу по памяти. Окей. Ну и в целом, наверное, последний вопрос. А какие еще могут понадобиться там дополнительные программы, либо онлайн-сервисы в целом вообще для того, чтобы покрыть любой вариант развития событий, постинга на различных там форумах? Для того, чтобы это сказать, должен быть этот вариант. Ну вот есть программа Uploader, да, на Money-платформе, есть программа нарезания скриншотов, что касается программы, там сторонние сервисы это прокси, да, сторонний сервис это та же капча. Вот что еще вот может понадобиться? Нам по сути больше ничего не нужно. Нам нарезать скрины, залить файл, скачать файл и запустить файл. Больше ничего не нужно. Это весь цикл работы. И все, то есть больше никаких сторонних ни сервисов, ни программ. Нет. Не то есть для меня этого достаточно, как бы не первый год работаю с этим. То есть вот это то, что есть, хватает, ну как. Xenopostер все качает, все постит, все нарезает. То есть можно там сделать проверку какие-то там файлы. Ну, любые желания, лишь бы чуть-чуть подумать там, как сделать это все осуществить. Ну, в целом, все, вроде все понятно. Спасибо. Пожалуйста.